Всем привет! В этом видео я хочу рассмотреть два блокчейн проекта Chia и Signum Network и объяснить, почему в конечном счете я решил остановиться на майнинге Signum. Целью данного видео не является очернение Chia как проекта. Я не собираюсь вызывать споры и холивар в комментариях и доказывать кому-то свою точку зрения. Я просто хочу поделиться своим субъективным мнением, которое я составил по своему опыту при работе с обоими из этих проектов. Чтобы было проще поднести информацию, я буду перечислять преимущества Signum в порядке убывания и сравнивать с тем, что нам может предложить Chia. Алгоритм Proof of Commitment или POC Plus был анонсирован разработчиками Signum приблизительно месяц назад. Данный алгоритм на русском языке переводится как доказательство приверженности. Если вкратце, то суть алгоритма заключается в том, что для эффективного майнинга монеты недостаточно иметь заданное пространство на жестком диске. Вы должны быть привержены сети, то есть иметь эдакий залог в виде монет Signum на вашем счете. Соотношение коммитмента к объему пространства жестких дисков я рассматривал в предыдущем видео на этом канале. Благодаря этому алгоритму у мелких майнеров появилась возможность конкурировать с крупными игроками. Ведь теперь на каждый терабайт пространства необходимо иметь залог для достижения максимальной эффективности майнинга. Соответственно, владельцы петабайт информации будут вынуждены инвестировать в разы больше коммитмента, чем мелкие игроки. Данный подход имеет все предпосылки для создания действительно децентрализованной сети блокчейн, а также позволяет предотвратить возможность атаки 51, а точнее сделать ее практически невозможной. В свою очередь, Chia придумала алгоритм Proof of Space and Time, что является переработанным алгоритмом Proof of Capacity, но по большому счету ничем от него не отличается. Вам также надо иметь большое количество объема пространства на жестких дисках, и чем оно больше, тем у вас больше шанс выиграть монету. Если посмотреть топ фермеров на Chia, мы можем увидеть, что в течение одного дня данный адрес выиграл 27% блоков, что практически составляет 1/3 всей сети. Далее идут более крупные игроки. О какой децентрализации тут может вообще идти речь? Теперь быстро пробежимся по другим особенностям сети. Скорость транзакций за блок у Sigma составляет 19200, что в секунду равняется 80. Я пообщался с разработчиками в телеграм-канале, и меня заверили, что скорость транзакций может быть легко увеличена путем сокращения времени поиска блока, но на текущий момент в этом нет никакой необходимости. В свою очередь у Chia скорость транзакций составляет 20, что, если посмотреть на данный скриншот, является скромным значением в текущих реалиях. На текущий момент минимальная плата за транзакцию Sigma составляет 735 100-тысячных Sigma. Эта плата может быть увеличена для более быстрой передачи платежа. Справедливости ради стоит заметить, что на текущий момент стоимость транзакций Chia составляет 0. Еще одна интересная особенность Sigma является мультиплатежность. Вы можете осуществить транзакцию разного количества монет 64 разным получателям. Притом комиссия будет взята только один раз за все эти переводы. Если же сумма перевода является одинаковой, то количество получателей монет увеличивается до 128 адресов. Дополнительной особенностью Signum является возможность отправки сообщений вместе с каждой транзакцией. Все, что вам надо, это написать сообщение и перевести необходимую сумму. Стоимость комиссии отдельно за сообщение не снимается. Это очень удобный способ, благодаря которому вы можете просто поблагодарить человека за выполненную услугу, либо написать комментарий и причину данной транзакции. Помимо транзакций смарт-контрактов, пользователи Signum могут создавать собственные безопасные токены внутри блокчейна. Их можно использовать для инвестирования, совершения покупок, а также для реализации механизмов управления. Любой пользователь может создать токен за несколько кликов, просто указав его тикер, общее предложение и максимальное количество цифр.
Токены Signum готовы к использованию сразу после создания. Помимо отправки и получения токенов, их также можно обменивать на монету Signum. Плата за токены составляет всего 1000 сигна, и токены Signum доступны в любой точке планеты благодаря технологии блокчейн. Еще одной отличительной особенностью Signum является возможность создавать свои собственные так называемые псевдонимы, позволяющие каждому адресу Signum или индивидуальному набору данных присваивать понятную уникальную фразу. Псевдонимы могут использоваться для указания любого адреса, внешних ссылок, а также для связи с настраиваемым набором данных длиной до 1000 символов. Тип своего псевдонима вы можете изменить в любой момент. Впоследствии псевдонимы можно передавать и продавать как цифровой актив. Еще одним преимуществом Signum на текущий момент является ее суммарный размер сети. Судя по данным Signum Explorer, размер сети на текущий момент составляет 29,7 пипибайт. Это значение было уменьшено порядка 10 раз после выхода протокола Proof of Commitment. И теперь на размер сети также влияет количество коммита, которые пользователи оставляют на своих счетах. Согласно данным пула Mining Pool Stats, суммарный размер сети в пуле составляет порядка 100 пипибайт. Если мы откроем Chi Explorer и посмотрим на размер сети, то увидим, что на текущий момент создания видео размер сети составляет 30 985 пипибайт, что в 320 раз выше, чем размер сети Signum. Вооружившись данными на графике и обычным калькулятором, мы можем высчитать, что за последнюю неделю размер сети увеличился более чем на 7%. Давайте предположим, что сеть продолжит и дальше расти такими темпами и сделаем грубое сравнение доходности обоих монет при майнинге. В калькуляторе доходности Sigma мы возьмем для примера объем в 10 терабайт и назначим commitment в размере 32 тысяч сигна. В таком случае наша доходность составит $0.33 в день. Введем полученные данные в таблицу Excel, где укажем количество терабайт жесткого диска 10 и commitment 32 тысячи. За стоимость 10 терабайт мы примем цену в $417. Соответственно, общий расход составит $1006, а доход будет составлять $0.33. Так как Chain не использует протокол Proof of Commitment, то здесь за объем мы возьмем только данные жесткого диска, высчитая их из общей потраченной стоимости на жесткий диск и коммит в соотношении на стоимость 1 терабайта диска. Итого получается, что такой же объем будет эквивалентен 24 терабайтам у Chia. Введем эти данные в таблицу и посмотрим доходность на текущий момент. Она составляет $1.88. На момент создания видео Chia является более прибыльной, и разница в доходе составляет более чем 5,7 раз. Теперь давайте откроем продвинутый калькулятор и посмотрим тенденцию изменения доходности по месяцам. Введем наши 24 терабайта и сложность сети 7%, как мы рассчитали ранее. Судя по розовой линии, мы видим, что доходность постепенно уменьшается с ростом сети. Соответственно, к 1 января 2022 года доходность будет составлять $0.34. Введя эти данные, мы можем понять, что соотношение доходности уже стремится к единице. Как я говорил ранее, данный расчет является очень грубым, потому что он не учитывает изменение сложности сети у Signum, но если сравнить разницу объемов двух блокчейнов, то погрешность будет минимальная. Также я не учитывал разницу в изменении цены. И если посмотреть на плачевный график Chia, мы можем видеть, что с 15 мая цена упала уже более чем на 82%, в то время как цена на Signum за последний год только растет. Следующим преимуществом блокчейна Signum являются плот-файлы, которыми мы забиваем жесткие
диски, которые непосредственно участвуют в майнинге. В отличие от Chia, у плотов Signum нету градации по названию и размеру. Вы можете создавать любые плот-файлы, вплоть до одного файла на весь жесткий диск. Скорость создания плот-файлов у Chia при наличии 1 терабайтового SSD диска у меня составляла в среднем 8 часов. Параллельно я мог запускать 4 плота. Суммарно такие плоты занимали 1,2 терабайта и создавались в течение суток. В свою очередь, с помощью программы Turbo-Plotter для Signum один жесткий диск на 8 терабайт полностью забивался за 24 часа, что в 6,5 раз быстрее, чем у Chia. Конечно, стоит заметить, что появилась неофициальная разработка плоттера под названием MadMax, который делает для Chia плоттер за 1,5 часа одну штуку, но при нем параллельный плотинг при таких же мощностях будет неэффективен. Соответственно, даже с помощью этой программы скорость создания плотов у Signum в 4,7 раз выше, чем у Chia. Также стоит упомянуть, что плотинг Chia просто убивает SSD диски, приводя их в негодность. Такие диски уже отказываются принимать магазины по гарантии, и они просто летят на свалку. Для создания одного K32 плота, который занимает 100 гигабайт, SSD диск должен записать, переписать, скомпоновать файлы в 3 фазы плотинга общим размером в 1,2 терабайта. В то время как для создания плотов Signum SSD диск нужен только как временное хранилище файлов. Если плот будет весить 1 терабайт, то и запись на SSD диск будет составлять 1 терабайт и не больше. Соответственно, SSD диск прослужит вам намного дольше. Да и по сути при плотинге плотов для Signum SSD диск не является какой-то обязательной необходимостью. Для меня, как для майнера, безразлично, какая информация хранится на получаемых плотах. Я все равно никак не могу ее использовать. Соответственно, моя цель максимально быстро заплотить диски, чтобы эти плоты начали участвовать в майнинге и открытии новых блоков. За долгое время существования Signum, также известная как Burst, ни разу не участвовала в хайпе ICO. Также у Signum отсутствует какой-либо примайнинг, разработчики ставили себе совершенно другие цели. Chia же в свою очередь имеет примайнинг. Эта информация доступна в свободных источниках на сайте Chia Explorer в разделе Pre-Farm Tracker. Здесь мы можем посмотреть, что монеты разработчиков хранятся на двух кошельках. На первом кошельке находится 10,5 миллионов Chia, и на втором кошельке находится такое же самое количество. Соответственно, общий примайнинг Chia составляет 21 миллион монет. Если мы посмотрим на общее количество монет, доступных на текущий момент на рынке, мы можем увидеть, что их значение составляет чуть более 22 миллионов. Соответственно, примайнинг разработчиков составляет 95%. Не мне судить, хорошо это или плохо, ведь данные монеты могут пойти и на развитие проекта. Но также они могут поспособствовать манипуляциям на рынке со стороны разработчиков и резкому падению курса при продаже доступного их количества. Тут все зависит только от политики компании и самого Брэма Коэна. Проект BurstCoin появился в далеком 2014 году. Его разработчик был первый, который создал протокол Proof of Capacity, который впоследствии уже был переделан Chia как протокол Proof of Space and Time. За долгое время существования BurstCoin команда разработчиков периодически менялась, но код продолжал совершенствоваться. Соответственно, проект разрабатывался уже на своих собственных ошибках, а разработчики набили шишки на его недочетах. С помощью программы BTDEX вы можете безопасно подсоединиться к списку предлагаемых пулов разработчиками всего за пару кликов и сразу же начать майнить. Вам не нужно передавать свою секретную фразу третьим лицам. Chia же в свою очередь появилась в 2017 году. Все это время разработчики допиливали проект, но в текущих реалиях благодаря конференциям разработчиков мы видим, что проект еще остается сырой. Здесь много чего нужно дорабатывать. Эти данные есть в открытом доступе Roadmap. Самый большой промах разработчиков был в том, что они не задумались о возможности роста сети и соответственно создании протокола для пулов, что вызвало гору негатива в комментариях пользователей. На текущий момент прошло практически 2 месяца с момента обещания разработчиками выпустить безопасные пулы для пользователей, но как мы видим, до сих пор это не реализовано.
На текущий момент огромное количество майнеров находится на китайском H-пуле, для подключения на который все пользователи были вынуждены передать свои 12 секретных слов пулу. Соответственно, о безопасности тут не может быть и речи. Никто не застрахован от того, что H-пул может в любой момент собрать все деньги с кошельков майнеров и просто исчезнуть. В связи с необходимостью безопасного подключения к пулам, всем пользователям придется делать реплоты уже созданных плотов. Об этом сообщал Bremcoin в своем телеграм-канале. Альтернатив нет, кроме как оставаться и майнить соло. Еще одно небольшое преимущество Signum заключается в наличии мобильных кошельков для Android и iPhone. В будущем, когда вам необходимо будет оплатить какую-то услугу, либо перевести деньги знакомому, вам не нужно будет иметь с собой ноутбук, а домашний компьютер вы просто не сможете взять с собой. Мобильный кошелек — это удобное и простое решение. Chia имеет только десктопную версию кошелька для компьютера. О мобильном приложении никакой информации на их сайте я не нашел. Потратить пару десятков тысяч долларов на разработку приложения — это не такая большая цена для компании с таким бюджетом. Разработчики Signum принимают активное участие в обсуждении насущих проблем в социальных сетях, таких как Telegram или Discord. Если они не заняты проектом, они могут без проблем ответить на ваши вопросы. В Discord все интересующие вас вопросы можно задать в соответствующих разделах. Также, если вы не знаете английский язык, можно перейти в раздел для русскоговорящих, либо подписаться на русскоговорящий телеграм-канал, где энтузиасты ответят на ваши вопросы. Общение с разработчиками Chia происходит только через их официальный твиттер, либо твиттер Bremcoin. Соответственно, большая часть задаваемых вопросов остается просто без ответов. Справедливости ради стоит отметить, что время от времени разработчики выкладывают на YouTube запись их видеоконференции в Zoom, где они стараются отвечать на частые, более интересующие людей вопросы. В плане маркетинга Signum проигрывает Chia по всем параметрам, и этому есть объяснение. Во-первых, команда разработчиков периодически изменялась, приходили новые люди, а также какое-то время проект был в заморозке, им никто не занимался. Во-вторых, отсутствие крупного инвестора и должного финансирования также влияло на проект и не давало ему в полной мере показать, на что он способен. На текущий момент, согласно информации от разработчиков, первый релиз и маркетинговая кампания будут запущены уже в июле. В сентябре 2021 будет произведен листинг на нескольких крупных торговых биржах. В данный проект вдохнули вторую жизнь, и он развивается усиленными темпами. В плане маркетинга Chia превосходит Signum просто в разы. Такого хайпа, который был в мае этого года, я не встречал давно. Ажиотаж и дефицит жестких дисков был просто максимальный. Огромное количество людей, которые даже не знали, что представляет из себя криптовалюта, кинулись добывать ее на своих носителях. Рост сети был просто колоссальный, что, как мы видим, сыграло злую шутку с криптовалютой, понизив ее курс в разы. Тем не менее, команда маркетинга прекрасно справилась со своими задачами, и им нужно отдать должное, и если это еще не сделано, выписать чек с несколькими нулями. В конечном итоге, рассмотрев эти и другие более мелкие особенности двух блокчейнов, а также выслушав доводы приверженцев Signum, я решил оставить свой выбор именно на ней. Я ставлю на то, что ее курс будет плавно и равномерно расти, но возможно это потребуется больше времени, чем я рассчитываю. Все созданные плоты для Chia мною были утилизированы, и SSD диск заработал по новой, но уже в пользу монеты Signum. Возможно, на момент просмотра данного видео информация уже устарела и не является актуальной. Также, может быть, мои доводы оказались неверны. Так или иначе, я желаю обоим проектам пройти все сложности в плане усовершенствования программного кода, а также в борьбе за экологию против протокола Proof of Work и вырваться в топ-50 CoinMarketCap. Если мое видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, а также вступайте в русскоязычную группу в Телеграме. На этом все, всем пока.